счастье, счастье, счастье летит моим любимкам. Ну а кто мои любимки? Раки, конечно же, мои любимки раки. Вам летит счастье. И это счастье мы с вами вместе запускаем. Вместе запускаем в 23 год. И начинаем январь месяц вот так вот вместе. Счастье обязательно прилетит. Вот такую красивую форму оформляем это счастье. И держимся в течение всего года. Будем придерживаться, прям хорошо так держаться за счастье. Счастье – это радость, это удовольствие, это здоровье, это материальная стабильность. Вот это все вот в этом комплекте. За него крепко держимся. Вы в этом очень и очень нуждаетесь. Ну а я, конечно же, своих любимок не оставлю. Вместе будем держаться. И запускаем этот позыв, это счастье запускаем в 23 год. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Сразу счастливый, вот такой красивый счастливый лайк. И смотрим с вами январь 23 год. С чего начинается этот год? Ну а с чего начинается этот год? Сразу смотрю полнолуние, которое будет 6-7 числа в вашем знаке. Полнолуние в вашем знаке. Это что? Это что-то надо завершить, закончить, что-то перевернуть страницу. Все тревоги, все переживания, все нестабильности, все оставлять туда. Сюда мы берем совершенно другое. И это начинается с этого года, что я все тревоги, мне на все хватит. Вот это полнолуние для вас говорит, мне на все хватит решения. И как только поступит какая-то проблема, с которой мне надо, мне хватит ума решить эту проблему. Мне дана для этого жизнь. Если мне она дана, я решу все, что мне приготовила жизнь. Для этого и дана жизнь. Поэтому оставляю это все, даже если есть какие-то проблемы, даже есть какие-то совсем вроде как невозможно решить. Вот так надо это полнолуние, вот таким образом оно показывает, оставь это все. Если тебе дана жизнь, ты все в этой жизни решишь. Ты все совсем справишься, ты все сможешь. Вот это полнолуние такое. Ну и, конечно, смотрим Солнце. Солнце будет находиться в знаке зодиака Козерог. И там находится очень много планет. 5 планет находится. 3 планеты и 2 светила, в том числе и ваша Луна. И все это находится у вас в очень хорошем секторе. Само по себе Солнце говорит о том, что оно сильное, авторитетное, властное, стабильное, ответственное. То есть оно и планеты, которые находятся, они вот этим всем качествам помогают. Помогают вот испытывать вот это ощущение, что да, у меня все получится, да, я знаю как, я умею как. Тем более вы очень трудолюбивые, а Солнце находится в Козероге, это очень трудолюбивое Солнце. Так вот, находясь в Козероге, Солнце будет делать очень хорошие аспекты. Что это для вас? Почему Солнце такое сильное? Потому что оно дает очень хорошие аспекты в течение. Оно само по себе, вот из всех других планет, но Солнце не планета, это светило, вот оно основным является в этом месяце, потому что делает аспекты. И для вас оно проходит по очень сильному сектору. По сектору финансовому, по сектору заработков, уверенности, стабильности, поддержки материальной очень сильной поддержки самого Плутона, который тоже находится у вас в этом же секторе, поддержки Урана, который находится. И Солнце делает вас вот это вот тревогу и такое немножечко волнение оставляю здесь, потому что у меня такая идет поддержка. Я себе становлюсь авторитетом, я совсем могу справиться, потому что Солнце это я, и оно вот так аспектирует, что оно дает тебе силу. Итак, смотрите, находясь в Козероге,
5 января сразу же Солнце сделает очень хороший трин с Ураном. Для вас это по Урану с Солнцем, это развитие социальных связей, социальные сети. По интернету что-то можете запускать, какие-то программы, какие-то каналы, вы можете делать продажу, вы можете все, что связано вот с этой индустрией, вы можете ее очень хорошо развивать. Вы можете в ней оказаться просто на первых полосах. Кто хочет запускать какую-то платформу, вы можете очень преуспеть в этом деле. И эта большая поддержка идет от самих планет, от самого Солнце, которое тебе дает вот это «я», у меня получится. Тем более там у вас будет полнолуние в вашем знаке. Дальше 18 числа это же Солнце, которое находится у вас в сфере финансовой стабильности, сделает соединение с Плутоном. Это, конечно, те, кто еще раки, кто еще не встретил своего человека, это большой шанс встретить своего человека. Причем встретить случайно, неожиданно, вдруг, но это очень стабильное знакомство. Долгожданное стабильное знакомство. Оно может быть как личного характера, точно так же оно может быть и партнерского характера. Вы можете встретить, где-то вы были в поездке, может быть даже с семьями где-то вы отдыхали. Вы встретите такую же семью, которая станет вам поддержкой. Вот таким надежными, хорошими друзьями вы можете стать. Это может быть, вы пошли учиться куда-то, вы можете встретить преподавателя, на которого вам захочется равняться. Это как ваш гуру, как мастер. Вы захотите его как вашего друга большого иметь. То есть это и личного характера, и характера такого общественного вы можете вот на этом соединении получить. Следующее событие, которое очень-очень долгожданное, мои хорошие, любимые раки ждут, это Лилит 8 января уходит от вас. Лилит – это фиктивная точка, которая, знаете, всегда немножко, особенно те, кто душевные такие терзания испытывают. Конечно же, это водные знаки, раки в первую очередь, когда вот на душе, Луна, ваша Луна. Вот Лилит очень любит бывать в таком положении. Любила и делала, чтобы внести суету, тревогу, что-то как-то неуверенность, что-то как-то стравить друг с другом, поскандалить, что-то сделать. Вот так вот себя ведет и такая вот фиктивная точка. Наконец-то она у вас стояла 9 месяцев. Наконец-то она от вас уходит 8 января. И это, конечно, для вас самое лучшее событие. Это то, что вас покидает Лилит на целых 9 месяцев уходит. Но она у вас останется в секторе финансов. Поэтому, конечно, брать во внимание эту сторону, взять во внимание, что если так получилось, что в каком-то месяце вам не выплатили, не доплатили, что-то не перешли деньги, не перевели, а вам эти деньги нужны для того, чтобы вы рассчитались, например, с банком, чтобы вот этой вот тревоги, как у меня будет, банк мне пришлет штраф, потому что отсюда мне не прислали. Ничего не переживайте, ничего не поддавайтесь, потому что немножко по финансовой сфере могут проигрываться вот по Лилит, она может, так как остается у вас во втором секторе, может немножко делать вот такую вот. Все четко следите, все четко смотрите, у вас будут всегда доказательства, вы оплатили не потому что, а вот эта причина была. Или деньги не поступили не потому, что я забыл вам перечислить, а потому что в банке вот так вот была команда вовремя, а банк задержал. То есть вы следите этот процесс и, как говорится, держите в руках козыри, где вы сможете защитить себя от того, что где-то как-то сбой будет материальный. Все чеки, которые вы будете что-то покупать, сохраняйте свои чеки. Вдруг вы захотите сдать, чтобы у вас всегда был с собой чек. Даже если на протяжении там уже 3, 4, 5 месяцев прошло, собирайте эти чеки. Мало ли как вы не сразу стали какую-то вещь приобрели, не сразу стали ею пользоваться, а когда вы через месяц-два открыли, стали пользоваться, там какой-то детали не хватает или что-то сломалось, то вы можете предоставить, у вас будут чек, по которому вы можете хотя бы сделать обмен.
Дальше что, мои хорошие? И давайте посмотрим, как себя будет вести Меркурий. Меркурий находится в ретроградном движении, и находится он в знаке зодиака Козерог до 18 числа. Меркурий ретроградный в Козероге. Слово не расходится с делом. Обещаю, выполняю. Договорился по времени во сколько, я это время соблюдаю, я это время уважаю. Как правило, раки очень ответственные, даже дабл ответственные. От этого вот такая иногда суета, что вот ответственность такая, гиперответственность. Поэтому вам здесь, в принципе, вы обещаете, вы делаете. Договорились какое-то время, ну, вы соблюдаете. Поэтому этот Меркурий вам очень хорошо знаком, очень хорошо для вас работает. Он у вас будет находиться в секторе семьи, дома, брака, личных отношений. Поэтому, в принципе, здесь нет никаких разногласий. И еще будет в течение месяца дважды сделает очень гармоничный аспект с Ураном. То есть в семье случайно, неожиданно, вдруг может быть пополнение. Вы захотите, может быть, животное приобрести. Вполне, может быть, захотите подкупить еще какую-то недвижимость. Вполне, может быть, вы захотите в гости, кто-то к вам приезжает. Причем приезжает на такое солидное время. Вы к кому-то пойдете в гости. То есть, в принципе, вот такой Меркурий, где он находится и в каком секторе у вас находится, в личном очень секторе, он для вас хорошо работает. Начнете дома перебирать какие-то фотографии, захотите альбом пересмотреть, что-то. Многие фотографии захотите от них избавиться, потому что этих уже людей, даже если это родные, их уже, может быть, нет в жизни. Оставите одну для памяти, и то, чтобы сильно не тревожить свою душу, чтобы даже на глаза не попадалось. Вот вы захотите очень что-то в доме, вернуться, перебрать какие-то бумаги, какие-то документы, посмотреть, что с фотографиями. Кто-то посмотрит в гардероб, захочет перебрать, кто-то захочет в шкафу перебрать какое-то свое постельное белье. Даже не захочет, если были какие-то расцветки, ну вот что-то захочется, другую расцветку поменять. То есть этот Меркурий для вас очень хорошо работает, находясь и в ретроградном движении, и в прямое движение пойдет. И дважды сделает очень хороший аспект с Ураном. Что еще, мои хорошие, что еще мы смотрим? Ну, Юпитер, да, смотрим. Юпитер – это все планета, которую мы все с вами всегда ждем. Это Юпитер – это большое счастье, планета, которая тебя всегда поддерживает, от которой есть всегда бонусы. Будет находиться в знаке зодиака Овен, и для вас это карьерный рост, добавление финансовое, это какое-то повышение в вашем статусе карьерном, а также может быть все, что связано с учебой. Вы заканчиваете, вы подходите к какому-то финалу, вы заканчиваете и вы переходите на другой статус. Вы уже не студент, вы уже полноценный работник, у вас для этого все есть документы, все есть бумаги, вы заканчиваете какую-то учебу. А также это может быть и начало каких-то курсов, это может быть и начало какой-то учебы. То есть тоже меняется статус. Я вот этим занимался. Для того, чтобы мне чуть-чуть подняться, нужно взять какие-то курсы. А кому-то просто изучает что-то новое, совершенно по-новому пойдет его развитие, хочет чем-то своим новым заниматься и идет на учебу. Пробьете все, что связано с учебой, вы сможете, у вас очень благополучно складывается, пробить гранты на учебу. Вы сможете это добиться, пробить какие-то финансы, которые частично вам могут оплатить, кого-то частично от вашего предприятия могут отправить для того, чтобы получить дополнительные, пройти курсы. То есть вы сможете удачно это совместить как с учебой и плюс финансы. Какую-то часть, а то и полностью могут вам оплатить. Что еще смотрим? Давайте посмотрим с вами. Вообще весь месяц вот такое, под таким, можно сказать, пройдете прочь тревога. Она настолько уходит в прошлое, настолько остается в 2022 году, вы сможете в этом году, потому что год начинается с вашего полнолуния, то есть подведение итогов, то есть завершение чего-то. Вы сможете преодолеть
вот эту тревожность, что-то успокаивается, у вас появляется надежная стабильность. Это очень большой показатель этого всего года, а особенно с этого месяца. Начинается именно месяц с того, что стабильность у вас появляется, у вас очень сильно задействован 8-й сектор. А 8-й сектор это это финансы, которые вам не принадлежат, но по такому гармоничному, по гармоничным аспектам они к вам решают вашу проблему. То есть вы получить можете. Кто-то может получить наследство, кто-то может получить премиальные, такие, что перекроют вам какие-то. Кто-то сделает хорошую продажу, и это что-то тоже вам перекроет. Как-то получается, вот вы успокаиваетесь, у вас появляется стабильность. И, конечно, те, кто в поиске, те, кто еще не в паре и хочет встретить своего человека, этот сектор тоже отвечает за это, тоже большой показатель того, что вы в этом месяце, во всяком случае, оно может представиться вам вот такое полноценное знакомство, которое потом в течение всего года развивается, развивается и развивается. Ну вот так, прочь тревога. Вот такой у вас месяц, который пройдет под названием «Прочь тревога от знака зодиака Рак», которая, ну так скажем, последние годы такая с нарастающей у вас была. Ну что, мои хорошие, январь месяц. Берем крепко в руки наше счастье. Вот в этом вот в этой форме, вот в этой такой формуле, в которой заходит и здоровье, и финансовая стабильность, и удовольствие, и наслаждение, и радость, и большой позитив. Еще раз, раки, позитив. Если вы не можете и не чувствуете поддержку от своих близких, у кого-то по-всякому складывается, потому что для вас очень важна эта поддержка. Для вас она важна. Вы на этот период, например, не чувствуете. Сами себя поддержите. Потому что самая сильная поддержка – это когда ты себя сам поддерживаешь. Ты себе сам. Вот это и есть самая большая поддержка, если ты не чувствуешь поддержку от своей семьи. Поэтому, конечно, этот год, январь месяц с этого начинается, прочь тревога. У меня на все хватит ума, и дана мне жизнь, я все в этой жизни решу. Для этого мне дана жизнь. Вот под таким девизом начинаем 23-й год. Ну что, мои хорошие, запускаем это счастье, ставим счастливые лайки. Обнимаю вас.